Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку с возвращением меня. Если вы вдруг заметили или следили за моим каналом, я взял небольшой перерыв в начале этого года, в самый такой, знаете, застойный период, когда особо ничего важного не выходит, потому что иногда, когда ты потребляешь слишком много музыки, нужно перезагружаться, немножко дать себе отдохнуть, но при этом у меня все это время выходили письменные рецензии на кучу новых синглов Арианы Гранде, Майли Сайрус, Джастина Тимберлейка, на новые альбомы, например, Glass Beach. Вы это все можете почитать в моем телеграм-канале Showbiz, или если вам не интересны новости вперемешку с моими рецензиями, то есть отдельный канал, где публикуются только отдельно мои письменные рецензии. Ссылки все будут внизу, так что если вам вдруг маловато того, что я выпускаю на YouTube, то в письменном варианте выходит намного больше. Но у нас наступила весна, очень будет насыщенный период. Надеюсь, что я вывезу все это снимать, потому что много важных, интересных релизов нам предстоит. И первый из них — это новый альбом от Арианы Гранде, собственно, ради которого мы все здесь сегодня и собрались. Eternal Sunshine. Все будет как обычно, я кратко скажу пару слов буквально по каждой песне, в конце перейду к своим выводам по альбому и поставлю оценку. Поехали. Открывает альбом интро The End of the World. Тут особо сказать нечего, это просто коротенькое интро, но при этом оно задает настроение альбома и его тематику. Сразу понятно, что это альбом об отношениях, это альбом ответ, то есть такой вот confessional, с признаниями, с рассказами о личной жизни, о том, вот, что происходило. Ну и такая вот некая такая ответочка людям, СМИ и вообще всем. Вторая композиция — это трек «Bye». Тут у нас такая ядерная смесь продюсеров, это Макс Мартин и Илья, и казалось бы, что вот у них промахов, ну, почти не бывает, но вот мне чего-то в этой песне не хватило. Как будто, вот знаете, на бумаге в этой песне все звучит правильно, но чего-то не хватает, какого-то хука, чтобы тебя зацепило. Возможно, дело в тексте, а именно в припеве, и я бы не заострял на этом особо внимание, потому что, ну, такие припевы-частушки — это в целом нормально для поп-музыки, ничего страшного в этом нет, но это сыграет важную роль в выводах к этому альбому, поэтому я хочу прямо на старте заострить внимание на том, что тут слишком простой текст, который бросается в глаза и из-за которого песня воспринимается как-то слишком просто и по-детски. При этом инструментально это довольно вкусно, приятно и звучит в целом неплохо. Третья песня Don't Wanna Break Up Again. Снова у нас довольно тривиальный текст, скажу честно, но при этом сама песня какая-то совсем не запоминающаяся. И вот даже сейчас, при том, что я вчера послушал альбом 3 полных раза, я не помню, как она звучит. Четвертая у нас снова интерлюдия, Saturn Return. По ней сказать вообще нечего. Интерлюдия как интерлюдия. Вторая за 4 песни, ну, наверное, перебор немножко, но окей. Пятая композиция у нас Eternal Sunshine, собственно, заглавная песня с альбома. Это такая легкая R&B-шечка, более легкая, чем то, что, например, было на альбоме Positions, но все еще где-то около и близко к Positions, где у нас был завал абсолютно незапоминающихся куплетов и чуть более удачных припевов. При этом вокально мне эта песня нравится, и она вот очень красиво оформлена. Есть у меня одна претензия, которая никак не повлияет на выводы и на оценку, это какая-то моя личная, наверное, восприятие, но мне не понравилось, как в текст этой песни вписана, собственно, фраза Eternal Sunshine. Как будто она вот не ложится немножко тут. Песня номер 6 Supernatural. И вот тут, я считаю, случился пример песни, когда такой слишком легкий попсовый куплет в целом хорошо ложится в рамки песни и звучит вот цельно и как будто более собрано, чем то, что было раньше. В целом тоже довольно легкая непосредственная песня, но вот в ней есть что-то, за что можно зацепиться и из-за чего хочется к ней вернуться. Седьмой трек True Story, и вот тут у нас просто отличная песня. Очень красиво разложена вокально, более такие терпкие, более низкие биты создают очень киношную, интересную атмосферу. Текстово тут тоже все в тему, и за счет этого песня звучит очень собранно и хорошо. Мне безумно понравилось. Единственное, как будто они немножко налажали с аутро песни. Казалось, что им не хватило еще буквально, ну вот где-то 10 секунд, чтобы
закончится правильно, как будто вот ее взяли и обрезали. Но в целом песня великолепная. Седьмой трек "The Boy Is Mine" снова у нас что-то такое ближе к частушке, но при этом за счет того, что оно идет после такой сильной песни, как True Story, на рисунок альбома ложится очень даже неплохо, но я не могу сказать, что как-то она сильно запоминается. Девятая композиция — это у нас лид-сингл Yes and. На нее у меня есть большая письменная рецензия, можете почитать, тоже оставлю ссылку внизу. В целом у меня довольно хорошее отношение к этой песне было с первого же прослушивания, я ей поставил высокую оценку, все мне как будто звучало неплохо и правильно, несмотря на то, что это прям калька с песни "Walk" Мадонны, но при этом слушаю ее в рамках альбома, конечно, возникает один большой вопрос: а что она тут забыла? Потому что песня абсолютно не вписывается в музыкальные рамки этого альбома, очень сильно выбивается, ну и прям абсолютно не подходит. Десятый трек "We Can Be Friends" очень The Weeknd'овская песня, похожа на то, что он делает на своих последних нескольких альбомах. Но при этом эта композиция настолько, знаете, приятная, как будто солнечная за счет своего музыкального оформления, что она прям к себе немножко притягивает, как магнит, и за счет этого нравится. Одиннадцатый трек "I Wish I Hated You", очень он такой минималистичный, на нем мало что происходит музыкально, но при этом как будто мне показалось именно такой стиль больше подходит этому альбому. Такой, знаете, вот откровенный, очень такой чистый. Мне кажется, в таком оформлении, если бы было несколько песен разбросано по альбому, это казалось бы довольно в тему. Двенадцатая композиция "Imperfect for You". И вот когда убрали вот эту попытку в современное Urban R&B и немножко упростили звучание, как будто все стало работать намного лучше, потому что в связке последних нескольких песен это тоже звучит очень даже солидно. И закрывает альбом композиция "Ordinary Things" в дуэте с бабушкой Арианы Гранде, которая делает аутро, чисто такой spoken word, то есть проговаривает текст, очень мило. Я вообще такие вещи люблю, когда в композиции вставляют какие-то тексты, ну, то есть слова, речи. Мне кажется, иногда это круто работает и дает немножко больше контекста, а в целом довольно милая песенка и как клоузер альбома, я считаю, вполне себе удачный. И на этом альбом заканчивается. Длится он 35 минут, что в целом более-менее адекватно, может быть, чуть-чуть коротко, как для альбома, где присутствуют два интро, но допустим. И что хотелось бы сказать. Ариана Гранде заявила этот альбом как нечто большое, концептуальное, с очень пафосным названием "Eternal Sunshine", с абсолютной отсылкой. Она сама это сразу же первым делом рассказала, что альбом отсылает к фильму "Вечное сияние чистого разума", что довольно такой, знаете, вихреватый, довольно монументальный фильм, который очень много чего может раскрыть, показать и дать пищу для размышлений. И как будто предполагалось, что альбом тоже должен быть очень такой громоздкий, очень большой, очень яркий, но этого не случилось. По сути, Ариана Гранде показала нам некую смесь альбомов "Positions", "Thank You Next", не сильно добавив к этому чего-то интересного и как будто не добавив какого-то жизненного опыта или нужной глубины, который, наверное, предполагал этот альбом по своему оформлению, по заявлению тем. Он в итоге получился очень легким, очень ненавязчивым, я даже сказал бы немножко фоновым. Песни не очень сильно раскрывают какую-то его тематику и дают что-то, вот какие-то поводы задуматься или посмотреть на все то, что она пытается описать, а тут очень много у нас про отношения, про то, что с ней происходило последние несколько лет, неудачный брак, спорные новые отношения. Я не хочу в эту тему лезть, но там есть много чего, на что она могла бы как-то, знаете, умно, красиво и э, с мудростью какой-то ответить, но она выбирает гулять по самым верхам, очень безопасным, и в итоге выдавать довольно банальные, простые песенки про "я люблю, не люблю, ненавижу, хочу, боюсь". И из-за этого альбом очень сильно теряет в какой-то концептуальности, потому что, несмотря на то, что он звучит довольно собранно, особенно если выкинуть из трек-листа "Yes and", которая вообще тут непонятно к чему, то да, это звучит более-менее собранно музыкально, но при этом у альбома нету
нужной глубины, какой-то подачи для того, чтобы это действительно звучало какой-то вот концепцией, чтобы ты раскрывал для себя какую-то тему от начала до конца, потому что тут каждая песня — это ну вот такая легкая R&B, вот тра-ля-ля частушечка про любовь. И мы такое уже слышали от Арианы Гранде, такое уже было. И несмотря на то, что музыкально, опять же, у нас тут Макс Мартин, у нас тут Илья, у нас тут очень много Арианы Гранде, которая вроде как работала над этим альбомом музыкально тоже. Тут, не знаю, не уверен. Но самая большая проблема этого альбома, и почему я еще вначале заострил на это внимание, это его тексты. Потому что, к сожалению, для меня этот альбом провалился именно авторски. Тут у нас при этом все тоже подавалось, что Риана Гранде главный автор всех композиций, все написала сама. И тут слишком простые тексты. Я бы мог простить такие тексты, ну, например, Оливии Родриго, которой 21 год, которая еще совсем молодая, у нее нет какого-то жизненного опыта, при этом Ариана Гранде, ей уже 30, и она при этом выдает песни уровня подростка. То есть это либо ее какая-то внутренняя неуверенность, либо неумение как-то глубже в свою, знаете, вот душу и разум копнуть. И из-за этого она вроде как выдает нам на бумаге, что вот я сейчас вам расскажу все, что я думаю, в свою душу, свои переживания, всю правду, вот что вот происходило, вот сейчас всем отвечу, и не отвечает. Вот знаете, для меня этот альбом как будто одно длинное интро к тому, что должно идти дальше и рассказывать, ну, настоящую историю. А это как будто такая, знаете, небольшая легкая предыстория, как будто трейлер того, что должно произойти дальше. А это цельный альбом, который закончился. И это, по сути, все то, что Риана Гранде готова нам рассказать и поделиться о последних годах своей жизни. И, ну, лично для меня этого мало, мне не хватило. То есть тут нет ответов, тут нету чего-то, о чем можно задуматься или принять ее сторону, посмотреть на ее видение вообще всего происходящего, всей ситуации. Но тут этого нет. И вот знаете, сейчас будет как будто, знаете, удар ниже пояса, потому что он слишком очевидный и понятный, потому что Ариана Гранде сама в этом призналась, но она сама рассказала, что целиком альбом был сделан за 3 месяца. И ну, слышно, ну вот слышно, что альбом сделан, ну, буквально на коленке, очень быстро собирался из того, что есть. То есть, условно, да, у нас есть именитые продюсеры, которые быстро могут накидать сносные какие-то биты, которые тоже не особо отличаются каким-то разнообразием на этом альбоме. Но да, вот они есть, они звучат где-то интересно. У нас есть Ариана Гранде, которая может рисовать красивейшие картины своим голосом, и где-то это на этом альбоме это есть, и оно присутствует. Но при этом вся эта вокальная красота не особо скрывает то, что альбом по наполнению очень пустой. И вот эта пустота, она лично для меня прям ну, очень сильно заметна, потому что ты дослушиваешь альбом, вроде как история завершена, а ты сидишь и как бы а где суть? И вот ей как будто либо не хватило времени из-за того, что она спешила с этой пластинкой поскорее выпустить, потому что, опять же, у каждого творческий процесс разный, но лично я считаю, что если ты делаешь концептуальный глубокий альбом, то 3 месяца для пластинки — это, ну, по сути, ничего. Многие артисты над чем-то концептуальным работают, ну, типа год, 2, это постоянные какие-то наработки, это сессии в разном настроении, в разном каком-то эмоциональном состоянии. А когда ты все делаешь довольно быстро, это такой вот немножко конвейер, построен на то, что вот давайте попробуем сделать что-то такое огульное, цельное, но уже как получится. И вот у нее, ну вот как-то да получилось. То есть, например, для меня вторая половина этого альбома звучит намного лучше и интереснее, чем первые его где-то 5 композиций. И вот если бы она это как-то раскрыла контекстно, с более каким-то интересным подходом, или чем-то более интересным, лирически глубоким, какой-то вот историей. Она не обязательно должна быть супер личной, но при этом всегда можно красиво оформить какую-то, вот знаете, сказку. Ну, потому что ты же артист, мы все равно не проверим. И вот за счет этого альбом не дотягивает ни до своего оформления, ни до заявленных тематик или какой-то вот нужной большой концептуальности, когда ты вот действительно можешь его послушать и понять, что да, вот это альбом, который может называться Eternal Sunshine, чем-то, знаете, таким громоздким, таким очень грандиозным. Но, к сожалению, этого не случается. И несмотря на то, что тут есть действительно хорошие композиции, как, например, True Story, Yes and, в принципе, Imperfect for You, Wish I Had It You, We Can Be Friends,
The Boys Ma неплохие композиции, но за счет того, что начало альбома тоже подкачивает, все равно остается какой-то, ну, такой немножко неприятный осадочек. Я вот, кстати, знаю, потому что, естественно, писал про это новости, что на этом альбоме есть какая-то композиция, которая реферит ее известный неизданный трек Fantasize. Проблема в том, что я человек, который... Я не особо слушаю неизданки артистов, мне просто неинтересно, поэтому я, если честно, понятия не имею, как звучит трек Fantasize Арианы Гранде. И я не знаю, какая из песен на этом альбоме, это вот отсылка к треку Fantasize. И интересно, вот мне понравилась в итоге эта композиция или нет? Расскажите мне в комментариях, кто шарит, какая из этих песен на альбоме берет за основу трек Fantasize. Мне тоже будет интересно почитать. Ну а касаемо моих выводов, собственно, я их уже озвучил. Это альбом, который, наверное, сам для себя задал слишком высокую планку и subject matter, но при этом ему не хватило времени, усилий и глубины для того, чтобы оправдать все заявленное. И моя оценка альбому Eternal Sunshine Арианы Гранде составляет 6.8 из 10. Это альбом, который стоит послушать. Я уверен, что вам по-любому понравится оттуда как минимум несколько композиций. Но лично для меня, с моего видения, точки зрения музыкального критика, этому альбому не хватило всего того, что я озвучил раньше. Ну что, моя рецензия вот такая. Теперь жду ваши. Обязательно напишите в комментариях, как вам альбом Арианы Гранде Eternal Sunshine. Мгм. Eternal Sunshine. Как вы его воспринимаете? Какие песни вам понравились? Какие не понравились? Пишите обязательно, как хотите, кратко, длинно. Я очень люблю читать ваши комментарии. Вообще я очень соскучился по интеракции нашей на YouTube. Надеюсь, вы поддержите этот ролик лайками, потому что впереди у нас еще и Тейлор Свифт, и Бейонсе, и кто у нас только не выпускает альбомы. Конечно же, о них тоже хочется поговорить, и, конечно же, я буду про них снимать ролики, и, надеюсь, вообще не вымерла моя аудитория за те 2 месяца, которые меня не было, потому что, ну, опять же, я думаю, вы все прекрасно понимаете, перезагрузка — это что-то важное, нужно иногда отдыхать, и от музыки я тоже какое-то время прям отдыхал, немножко погрузился в кино, потому что нужно разгружать мозг. Особенно после конца года, когда составлял списки, очень много чего-то слушал. Это немножко, знаете, настолько давит на мозг, что ты в какой-то момент перестаешь наслаждаться музыкой, а просто ее слушаешь вот как вот надо, как работа. Я хочу стараться немножко избегать такого, чтобы я перестал совсем наслаждаться музыкой, поэтому стараюсь как могу. Ну и опять же, да, жду ваши комментарии, поддержку ролика, не забудьте, пожалуйста. Спасибо огромное всем за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Скоро увидимся. Всем пока.